Собрали вещи и дальше в путь изучать Израиль. Этнографическая экспедиция продолжается. Пока, Аждот. До скорой встречи. Приезжаем. Кстати, вот мы тут оставили пакет. Если кто-то будет в Аждоде, вот в этом пакете всякие вещи, которые нам лишние. Просто мы таскаем и так. Да, постельное белье лишнее. Кружки мы, кстати, оставили. Но мы их оставили. Кружки, вилки лишние оставили нашему хозяину, вот у кого мы жили, хороший мужик. В общем, как обычно, черепашки-ниндзя выдвигаются. Вот у нас пакет, сумка и по 2 рюкзака до нас. До свидания, Аждот. Очень хороший город. Конечно, наверное, сейчас это самый наш любимый город. Ашкелон, конечно, тоже клевое место. Мы сейчас вот шли, тут просто в кустиках валялся пакет с хлебом. Вот. Такой прощальный подарок от Аждода. Возьмем с собой. Аждот, хлебный дом. Сейчас пытаюсь по Google Translate посмотрел, как будет багажник. Багажник будет хедек. Я это говорю потом в Google Translate, чтобы проверить, правильно я говорю, и он переводит бактерия, капельница. Миллион, но у меня не получается сказать хедек. В автобусах тоже нужно пристегиваться, кстати, особенно если вы спереди сидите. Мы вот пристегнулись. Правда, наши соседи, например, никто не пристегивался, мы одни такие. Едем бесплатно, что особенно радует. В общем, нам иногда везет. То ли у них валидаторы не работают, то ли это просто такая благотворительность. Ну, весь автобус, как бы все бесплатно едут, что очень приятно. Мы едем в город, в котором зимой выпадает снег, в Израиле. И на его территории находится самое дорогое кладбище в мире. Равнинные участки дороги перемежаются холмистым рельефом со слоистыми скалами. В Израиле каждый кусочек земли возделывается. На капельном поливе выращиваются целые зеленые сады. Удивительно, что вокруг так много деревьев и зеленых лужаек. Даже какие-то лесистые заросли встречаются. Мы приехали в Иерусалим. Вообще, конечно, я не так себе представлял этот город. В общем, будем сейчас осваиваться. Маленькие черепашки приползли в Иерусалим. Тут очень холодно, 15 градусов. Поэтому мы решили сразу сейчас одеться. Пока что я себя чувствую очень таким чужаком, потому что я единственный человек тут без шляпы. И да, в футболке и в шортах. Ну, шорты у меня колени хотя бы закрывают, поэтому, в общем, наверное, не так это неприлично, как могло бы быть. Очень тут уже вот атмосферно, такие дома, они какие-то необычные. Тут все как-то необычно, то есть очень... Наш автобус. Штраус. Очень жесткие пробки. Мы думали, мы приедем на час раньше, но в итоге мы приедем вовремя. В Израиле есть особенность защищать прохожих. Вот, например, видите, повесили над домом такую сетку. Соответственно, если из окна кто-то что-то выбросит, это не попадет на голову прохожим на тротуаре. Очень актуальная вещь рядом с высотными домами. На въезде в Иерусалим мы сразу встали в пробку, которая шла через весь центр города. Если вы хотите куда-то приехать в Иерусалиме, то выезжайте часа за 2, так как мы уже полчаса ползем по узким улочкам и продвинулись всего ничего. Вот это здание, судя по вывеске, это музей налогов. Но я подумала, может быть, музей такс, написано Museum of Taxes. Но нет, скорее все-таки налогов. Автобус какой-то перегородил путь нашему автобусу, перекрыл всю улицу. В итоге я вообще не знаю, как мы сейчас разъедемся с ним. Смотрите, какой миллиметраж, ребят. Видите, у него даже поцарапка у этого автобуса. Мне кажется, мы сейчас просто как-то должны в него въехать. Но нет, слушайте, мы разъехались. Да, вот музей такс, точнее налогов. Ну вот, это наш автобус уехал. Мы приехали на местность. Мы в Иерусалиме, ура! Мы живем на тихой улочке, приятной. Ну, близко к улице Рамбам. Мое любимое название на иврите Рамбам. Вот.
тащим наши рюкзачки, сумки. Сейчас, по идее, должен начаться дождь. По идее, он должен был начаться часов 12. Часов 12. Но вот мы приехали в 3, его еще нет, но начал, вот сейчас я чувствую, он начал подкапывать. То есть все ровно вот как надо, потому что, ну, я, честно говоря, жутко замерз. Потому что я вот в маечке и в шортиках. Если бы сейчас дождь еще шел, это было бы вообще фиаско. В общем, дождь пошел, и мы ровно. У меня уже экран весь промок. Ровно успели. Огромный дом, а мы здесь снимаем комнату. Первый раз такой мы встречаем, когда ты как бы, тебе там в Airbnb, там тебе пишут, типа, поднимись на 3-й этаж, Да. введи кодовый замок, там кодовое слово, попадешь внутрь квартиры, и тут никого нет. И ты просто такой заходишь, типа... И нам никто ничего не отвечает пока. Мы пишем, ждем. В итоге мы по фоткам нашли нашу комнату, вот она. Ну и людей пока что конкретно мы не встретили, но это наша комната. Ну кто-то рядом там, да, шуршит. Прикольно, здесь даже кондиционер есть. Комната с большим столом, двухспальная кровать. 100 тысяч шкафов. Куча шкафов. Наверное, столько даже и не понадобится. Они На замочке. На замочке все, каждый отдельно. А, у нас еще балкон есть, смотрите. Да, давай проветрим что-то. Как это все открывается, интересно. Балкон огромнейший. Он, кстати, довольно чистый. Да, видимо, он общий. Тут вообще огромный дом. И в этом доме сдаются вот комнаты, как я понимаю. Сейчас я вам еще кухню покажу. Что тут наше, что нет, никого пока не видели, но давайте пока покажу. Нет. Короче, вот здесь есть рабочее место, и по фоткам это тоже, этим тоже можно местом пользоваться. Это, ну, типа общая зона. Она для всех. Можно тут сидеть, можно тут книжки читать. Вот такой есть книжный шкафчик с разной литературой. Сказали, все, что на фотках, всем можно пользоваться. Соответственно, и книжки тоже, наверное, почитать можно. Тут есть какой-то спортивный тренажер. А это общая книжка? Ну, на фотках она была. Значит, можно здесь типа тусить, если хочешь. Микрофон. Да, вот есть такое. Еще общее местечко тоже на фотках было. Ну, здесь всякие тоже какие-то книжки и все такое. Это мы сейчас на 1-м этаже. А пойдемте покажем. Ванну я вам еще не показывала. Или показывала? Не показывала, по-моему. Вот это ванна. Тоже такая огромная. Есть туалет, раковина. Здесь еще такая вот мыться душевая штука. Ящички какие-то есть. Корзинка для белья, кстати, у нас дома такая же. Ну, в смысле, на даче. Так, здесь есть стиралка. Еще какая-то раковина дополнительная. И большой, в принципе, такой стиральный балкончик. Вот. Ну, круто. Здесь все такое чистенькое. Пахнет вкусно. Так что пока что вот это вообще зачетное место. Дизайн красивый. Хочешь, пойдем кухню посмотрим? Не ожидал. Тут нарядно вообще. Как тебе? Красиво. Очень. Здоровая. Блин, тут можно пир закатить. Ну. Господи, огромная. Огромная кухня. Ну и домище, да? Домище. У кого-то тут. Да, сдают какие-то студенты. Уж не знаю, откуда у них такой дом. Может, родители или еще что-то. Даже боюсь представить, сколько такой дом может стоить. Да, есть для детей стульчик для кормления. Тут вообще все так, знаете, продумано. Ну ладно, слюни попускали. Пойдемте. То, что нам перепало в Аждоде, какие-то такие бутерброды. Такие жирненькие. Аждот-то как нас подкормил? Шикарно. Это пицца. С пиццей? Ага, когда сыр. Офигеть. Вот, но стала нагреваться плитка. Оказалось, что эти бутерброды, они жутко острые. Я такого острого ничего в жизни не ел. В итоге мы начали выковыривать из них перец, но это не сильно помогло. До сих пор во рту пожар, губы горят, рот горит, все горит, поэтому едим огурцы, и это даже не сильно спасает. Бесплатные бутерброды называется. Нечестно так в мышеловку ловить котов. Прощальный подарок из Аждода был прям такой перчик. Мы снимаем в шикарном месте напротив парламента. То есть тут есть Кнессет, это парламент, и мы от него буквально в 5 минутах у нас наше жилье. Нашу комнату мы снимаем за 170 шекелей в день. Но это, наверное, самое дешевое, что можно найти в Иерусалиме вообще. Потому что мы ее сняли по акции. Сейчас такая стоит, вот наша комната сейчас, они сдают за 240 в день. Спросили у девушки, как найти супер. Первым делом, когда я приезжаю на любое сейчас место, я подхожу.
просто к первому человеку, попавшемуся, подхожу и спрашиваю, машинка клевая, да, и спрашиваю, а где тут самый большой супермаркет поблизости? Ну, в общем, опять мы удивлены, как всегда Израиль удивляет. Я думал, что Иерусалим это плоский город. Идем с горки в горку. Это одна из таких основных тусительных улиц. На ней есть магазины. В общем, рельеф ого-го. Вот это одна из основных улиц. Я даже не знаю пока, как она называется. Сейчас буду смотреть. Тут, кстати, знак, где что находится. Можно прямо пойти пешком и в Тель-Авив прийти. Эта улица, где мы сейчас, называется Азза. Почти как Асса, но Азза. Google карты говорят, что это магазин. И вот мы прошли сейчас тоже еще один магазин, там магазина не было. Такое ощущение, что Google карты, они с Иерусалимом не дружат вообще. В общем, нарядное очень местечко на самом деле. Тут вот пиццерия. И вот мы, видимо, пойдем вот в этот магазинчик. Смотрим, как обычно, цены на питы, это такой показатель. Если в Ришине мы покупали их по 10, в остальных городах они были по 12, по 13. А иди спроси, сколько они стоят, сейчас спросим. Вообще-то хлеб стоит 15 тут, это пока что рекорд. Цены на молоко регулирует государство, и оно тут везде, литр стоит 6 €. И все равно где ты будешь его покупать. Молоко, яйца и вот, наверное, что-то еще, я не знаю что, напишите в комментариях, что еще. Молоко и яйца точно регулируются государством, это очень правильно и круто. Пока что ощущение, что это город-лабиринт. Очень плотная застройка, узкие улицы, домики такие по краям, и ты вот так вот ходишь и пытаешься найти дорогу домой. Да, мне он еще напоминает Ришен. Более такой ветвистый. То есть Ришен, он такой современный, он там прямые улицы, а тут все так вьется, тут так вот. Так выглядит вход в наш домик. И вот на 4-м этаже вот это вот наш балкон. Пентхаус у нас. Живем в пентхаусе. Но видите, он переделан в такую общагу. Ну, конечно, VIP-общага. В таких общагах я еще никогда не жил. Снегурочка. Снегурочка. Привет. Штукенция. Конечно, оделась. Фу, наконец-то я не мерзну. Первая эмоция, которую чувствуешь, когда приезжаешь в Иерусалим, то, что тут очень уютно. То есть вот эти маленькие улочки, по которым ты вот извиваются, идешь то немножко вверх, то немножко вниз, то сильно вверх, то сильно вниз. Рельеф тут чувствуется, но очень уютно, как-то по-домашнему. Штукенция врезалась в столб только что. Мы прошли вот буквально там метров 200, и вот мы видим уже, вот это, как я понимаю, судя по Google картам, это здание парламента. Недалеко, кстати, стена плача и вообще все. То есть это самое сердце города. Сзади нас центр Торы. Значит, мы так заглянули в окошко, там сидит огромное количество людей, и все с книжками, как будто в библиотеке. Улочка. Ну, да, и вот из всех мест, где я был в жизни, пока что Иерусалим больше всего напоминает Париж. Тут у нас открывается такой вид. Прямо заглядение. Такие красивые, кстати, фиолетовые окна. Нам было очень страшно приезжать в Иерусалим. Ну, потому что, во-первых, мы думали, тут очень много религиозных людей должно быть, и мы не знаем, как себя вести правильно, чтобы никого не обидеть. Тут есть кварталы арабские, есть квартал еврейский, и мы не знаем, куда можно ходить, куда нельзя ходить, чтобы, опять же, никого не обидеть, чтобы по голове никто не дал. Вот идешь, и вроде никто по голове не дает, очень ощущение безопасности абсолютное. Мне кажется, наверное, это самый безопасный город из всех. Ну, потому что рядом как бы парламент и центр, это столица. То есть столица Израиля это Иерусалим, это не Тель-Авив. То есть я сам на самом деле этого не знал, пока не репатриировался. По вот этим вот улочкам небольшим, прекрасным, очень красивым. Ну, извини, пожалуйста, город Ришен, но по красоте, вот именно с точки зрения художественной составляющей, наверное, с Иерусалимом не так много всего может соперничать. А теперь мы спускаемся. Вот мы поднялись по лестнице и спускаемся. Все лестницы из таких камушков отдельных. И очередная узенькая улочка с сильным рельефом. Прямо она вниз уходит. Там градусов, наверное, 40. И вверх тоже. То есть тут прям вот горы. Тут вот сейчас были теракты в Иерусалиме. Поэтому вот мы сейчас проходили тоже мимо остановки, там какая-то сумка лежала. И прям страшно стало.
Когда-то мы его видели, там дети какие-то стоят, это, видимо, их какая-то портфель какой-то, я не знаю. Вот, ну, в общем, на самом деле, вот когда в каком-то городе что-то такое происходит, и ты ходишь по его улицам, то становится стрёмно. Были на улице Усишкина, а теперь улица Безалел. И на улице Безалел я вижу, есть фалафельная, которая называется Шалом Фалафель. Пахнет очень вкусно из этой фалафельной. Сейчас посмотрим. О, постирочная. Рядом с фалафельной есть постирочная. Можно зайти, и вот тут вот, собственно, модная дверь, да, постирочная. 20-ка это цена обычного фалафеля. В таком вот обычном месте, не дешевом, как бы, обычном. В Иерусалиме очень интересная архитектура. Например, вот идет дом, и просто из дома торчат камни. Они встроены в дизайн этого строения. Что там написано? Написано, что это древние камни. Нет, тут написано, что мусор выбрасывать запрещено. Кто вот выбросит, тому по шапке надаем. Я думала, здесь какой-то музейный экспонат в виде камней. А это очень маленькая машинка. Эта машинка меньше, чем штукенция. Штукенция, в общем-то, не самый крупный человек на Земле. Интересно, что у этой машины кто-то открутил уже колесо. Ребята, будьте осторожны, оставляя в Иерусалиме ваши автомобили, даже маленькие. Конечно, интересно очень соседствуют такие маленькие, древнейшие домики. Ну, очень уютные и красивые, конечно, ничего не скажешь. И вот такой современный город, который пылает сотнями огней. Вообще тут прикольно, конечно, дома стоят на таком древнем фундаменте, ну или это может быть просто камень какой-то вот новопривезенный. И у этих домов, у них такие древние какие-то ставни. Ну, видимо, не очень древние, но вот им лет, наверное, 40 уж точно есть. Домики тут шикарные стоят. Просто обычные вот такие домики. Ну вот, и автобусы проезжают мимо. То есть город контрастов. Чем на улицу Нисим-Бехар. Какая прикольная улица. Вот пока мы шли, просто захотелось подняться по лестнице и посмотреть, что там. То есть тут реально ширина у нее, там еще много лестниц, ну, наверное, 4 метра, может быть, даже 3, наверное, с половиной. Очень уютненькая. И вот тут вот люди, видимо, живут. Ну, в общем, знаете, эти переулочки, они, конечно, дадут фору Хайфе местами. Интересности, насыщенности, невероятных экспериментов, изысков именно в таком олдовом стиле. Наверное, даже тот самый Париж, который я вспоминал, он нервно курит в углу. Вот эти вот улочки, которые уходят, одна улочка, вторая, домики, каждый из которых не похож на другой. Это вообще, смотрите, какой тоненький домик. Господи, он прям вот реально там 3,5 метра шириной стена. Вышли на улицу Харав Шмуэль Барук. Тут, в общем-то, оживленно. Весьма. Очень романтично, я бы сказал. То есть просто все вот эти балкончики, домики. Граффити имеются на стенах, в общем, высокохудожественные. Бары в больших количествах с граффити. Такая движуха вовсю идет. Это называется Бейт Яков Стрит. Ну, Бейт Якова, в общем, улица. Довольно-таки тут нарядно, кафешки всякие. Поднимаемся вверх, тут регги играет вовсю. И это рынок. По идее написано, что он закрывается в 5 часов вечера, но, как мы видим, рынок открыт. Выходишь с рынка, кстати, там очень хорошие цены, подаешь на такую площадь, и она прям вот амстердамская на 100%. То есть вот площади в Амстердаме, они примерно вот такие. Когда приходите, только из вокзала в Амстердаме выходите, там вот примерно вот так как-то выглядит. 1,001 халва. Столько халвы я еще не видел никогда. Рынок большой. То есть вот он туда идет. Он идет туда. И вот еще ряды есть. Такой симпатичный Гэндальф.
И вот окончание рынка, это, видимо, тоже еще не окончание. Упираемся в улицу Агрипас. Тут огромное количество всяких кафешек, пекарен. В общем, тоже движ такой. Особенность этой улицы — это много бездомных, ну и людей, которые просят милостыню. У них прям очень много. Интересно, что тут на рынке раздают хлеб. То есть вот сейчас мы видели, люди стоят прям в очереди и ждут, когда закроются лавочки хлебные, чтобы, ну, там просто бесплатно можно взять хлеб. Тут очень атмосферно, так тихо, спокойно. Кот спит. И еще один пришел ко мне. Просто вот это вот жилые дома. Такой двухэтажный домик. Тут, да, ну, прям в ряд стоят много-много двухэтажных домов. И ты идешь по такому коридорчику. Я не знаю даже, ходил ли я когда-нибудь в жизни по таким улочкам. Ты ходила когда-нибудь? Ну, может быть, на Мальте. Штукенция говорит, на Мальте похоже. Очередной спуск. Кстати, тут есть пандус. Довольно-таки редкая штука. Ну, по крайней мере, на маленьких улочках, по которым мы сейчас ходили. Тут нужно вниз идти. Такой очень маленький квартальчик. Тут все люди религиозные, видимо, так что надо аккуратно, не снимать лишнего, наверное. Все тут в шляпах. Сейчас я даже не очень так комфортно чувствую без шляпы. Шляпа нужна, конечно, когда в таких местах ходишь, чтобы хоть чуть-чуть так, ну, не высвечиваться. Этот магазин, кстати, куда мы идем, это Ашер Ад, наш любимый, и он до часа ночи сегодня работает. Интересно, что среди религиозных людей очень популярен вейп. Лапу. То есть многие люди вот в шляпах при параде с вейпом ходят и из него дуют этот дым. Прикольно, у человека на шляпе пакетик, чтобы шляпа не промокла. Интересно, вот это специальная упаковка для шляпы, чтобы вот она не помялась. Понимают, в шляпах хорошо. Вечером сейчас уже градусов, наверное, 12, вот я смотрел недавно. В общем, довольно-таки прохладно. Мы вошли в Ашер Ад. Вот такую моднейшую тележку на колесиках. Можно ее за собой тащить, а можно оттянуть. Так она выглядит, прикольная. Взяли вот такую пачку риса большую за 10. Мы становимся совсем местными. Купили 6 пачек пасты. Это наша самая крупная закупка в Израиле. На 129 шекелей. Накупили пасту, сыр. Следующий пакет. Что у нас тут? Рис. Далее. Рыба. Замороженная рыба, надеюсь, минтай. Здесь щетки, зубные пасты и хлопья. Обратно идти 30 минут, но я уж как-то попривык, что все в шляпах, а я без. Чувствую нормально, ну когда потрешься со всеми в магазине в очереди, нормально, доброжелательно улыбаются, в общем, приятная атмосфера. И тут интересно, что на углу огромное количество баночек. Это баночки для пожертвований. Такого большого количества баночек я в жизни не видел. Для пожертвований они прям вот на всем углу есть. Вот так вот выглядят маленькие узенькие улочки. Это уже 2-метровая улица, реально. Все, она прямо совсем такая аутентичненькая. Ну и тут, на самом деле, где мы идем, где хотя бы машина одна может проехать, но все-таки тоже очень атмосферно. Такое ощущение, что ты попал в средневековый город, самый настоящий. Вот если писать книжку фэнтези, надо жить в Иерусалиме. Вкусный. Тут у него фишка панировка. Она такая хрустящая. Прям даже есть привкус курицы. Самое лучшее кафе – это постирочное. Вот мы пришли сюда поесть фалафель. У него сначала был привкус какой-то курицы, как будто бы, из-за панировки. Очень вкусный. А потом у него даже привкус рыбы есть. Но это реально был самый вкусный фалафель в моей жизни. Просто потрясающий. Знаете, вот он стоит 20 шекелей, он стоит этих 20 шекелей. Медведь на лавочке нашел гранаты. Говорит, нормальные. Берет с собой.
То есть тут, в принципе, когда вот гуляешь, можно просто включить камеру и не выключать ее вообще. Уж больно тут интересно. То есть идешь по таким волшебным улицам, и люди одеты как в Гарри Поттере. Сейчас, кажется, достанут волшебные палочки. Вот смотрите, такие маленькие входики. Достанут волшебные палочки, и начнется тут волшебство самое настоящее.